Давайте поговорим о тревожности и о том, как легко ее выключить. В английском слово anxiety, то есть тревожность, происходит от латинского слова, означающего «душить». И это логично. Если человека кто-то душит, ему и правда будет тревожно, так ведь? Помню, когда-то, лет этак 28 назад, я сидел в зрительном зале, а на сцене был докладчик. И докладчик попросил меня выйти на сцену и высказаться. К такому я не готовился. Я боялся выступать перед аудиторией, поэтому мне пришлось заставить себя выйти и что-то сказать. Я чувствовал себя просто ниже плинтуса. Когда назвали мое имя и раздались аплодисменты. Меня просят выйти на сцену, я встаю, иду к сцене в диком ужасе, и у меня перехватывает дыхание. Во рту пересыхает. Кружится голова. Я выхожу на сцену, осматриваюсь, и чувствую, что вот-вот упаду в обморок. Я не мог говорить, потому что был в ужасе. В колледже я так боялся публичных выступлений, что чуть не бросил учебу, потому что надо было выступать перед сокурсниками. А мне было очень страшно. Я сказал себе, так, я должен преодолеть этот страх. Так что я вернулся к практике, начал вести семинары перед небольшими группами. Я помогал себе, показывая слайды на небольшом проекторе. Не знаю, помните ли вы эти прозрачные листочки? Сейчас все цифровое. Я показывал людям свои слайды в темноте, сидя на стуле. Так что люди не видели, как сильно я нервничал. Позже я смог включать свет, но на эти семинары я приносил алкоголь, например, шампанское и печенье. Это было задолго до тета. Под таким угощением люди смеялись над моими глупыми шутками. И со временем я проводил все больше семинаров. А потом, после почти 5000 семинаров, я больше не боялся выступать на публике. Вот такая вот история о моей тревожности. Итак, реакция «бей или беги». Сейчас я покажу вам одну книгу. Она называется «Вегетативная нервная система». Восхитительная книга о вегетативной нервной системе, в которую входит симпатический отдел, отвечающий за реакцию «бей или беги». Сейчас я кое-что прочитаю. Что такое реакция «бей или беги»? Реакция «бей или беги» — это физиологический ответ на реальную или кажущуюся угрозу безопасности. В зависимости от природы угрозы человек либо начинает обороняться, бить, либо пытается избежать опасности. Убежать. Тут надо бежать, да? Оба действия требуют внезапных и интенсивных мышечных усилий. Организм готовится к действию следующим образом. Вот как он готовится. Ускоряется пульс, кровь приливает к мышцам, выделяется пот, человек дрожит, горло сжимается, изменяется дыхание, в глазах двоится, кружится голова, появляется тошнота, раздражение, чувство беспокойства, человек предчувствует что-то плохое. Ухудшается сосредоточенность, в голове становится пусто. Это и было со мной перед полным залом. Ты сосредотачиваешься на плохом, а не на хорошем. Если человек оказывается в состоянии хронической реакции «бей-беги», нарушается сон, появляется постоянная усталость, а потом ухудшается память, теряется сосредоточенность, падает работоспособность. Это воздействует на человека со всех сторон. За годы своей практики я заметил кое-что интересное у людей в состоянии тревожности. Питаются они почти всегда неправильно. Обычно они употребляют различные стимуляторы, истощая в своем организме запасы некоторых важных веществ, особенно витамина В1. Кстати, если у вас тревожность, нужно принимать много витамина В1. Вы почувствуете облегчение уже через 3-4 минуты после его приема. Пожалуй, стоит принимать все витамины группы В, причем обязательно натуральные, а не синтетические. Я рекомендую принимать пищевые дрожжи. Это лучший их источник. Витамины группы В — один из важнейших способов избавиться от тревожности. Идем дальше. Пробиотики. Бактерии в нашем организме производят витамины группы В. Они производят много В1, В2, В3, В5, В6, В12, фолиевую кислоту и биотин. Они производят много разных нутриентов, а еще они производят аминокислоты, которые превращаются в нейромедиаторы. Гамма-аминомасляную кислоту, дофамин,
норадреналин, серотонин и мелатонин. Все эти нейромедиаторы успокаивают нас, помогают лучше спать. И если у человека проблема с кишечником, скажем, какое-то повреждение в брюшной полости, или человек принимал антибиотики, уничтожившие кишечную микрофлору, или он ест самую обычную пищу, которая ГМО. Кстати, от ГМО погибают бактерии, которые нужны для производства этих нейромедиаторов. Проблема с ГМО-продуктами в том, что в них попадает химикат под названием глифосат. Глифосат нарушает работу механизмов производства аминокислот у насекомых и бактерий. Но нам говорят, что на людях это не сказывается. Но вот какая штука. Бактерии в нашем организме производят много нутриентов, а также белков. Так что употребление ГМО-продуктов мешает работе бактерий кишечной микрофлоры. Это сказывается на нейромедиаторах и на бактериях, производящих витамины группы В. А в итоге у человека развивается дефицит определенных веществ, из-за чего настроение начинает постоянно ухудшаться. Искусственные подсластители тоже плохо сказываются на кишечной микрофлоре. Хороший источник пробиотиков — ферментированная пища, например, квашеная капуста и другая подобная еда. Далее у нас магний. Магний — прекрасный элемент. Он помогает успокоить надпочечники, бороться с тревожностью. Магний очень важен. Будь у меня тревожность, я бы принимал его в больших количествах. Еще я советую избегать внешних раздражителей. С нами много всего происходит. Мы встречаемся с людьми, ходим на работу, получаем информацию из интернета и телевизора. Следите, чтобы вам не напоминали постоянно о том, что вызывает у вас стресс. Вот почему людям с тревожностью нельзя смотреть новости. Поступите наоборот. Подолгу гуляйте на природе, делайте упражнения, дышите воздухом. Адаптогены — растительные вещества, помогающие повысить стрессоустойчивость и легче переносить неприятности. Под видео я дал ссылку про адаптогены. Там подробнее. Ну ладно, спасибо за просмотр. Кстати, пока вы тут, если еще не смотрели вебинар про стресс, посмотрите, это очень важно. Он довольно долгий. Вот на него ссылка. Посмотрите, когда будет время.